На сегодняшний день на YouTube тысячи каналов, которые посвящены автотематике, но, к большому сожалению, только единицы из них заслуживают внимания. Поэтому с большой радостью мы хотим порекомендовать вам один из таких каналов. Он называется H-Auto. Масса интересных машин, большое количество полезных советов, экспериментов и, самое главное, скрупулезное внимание к деталям. Не зря один из зрителей этого канала в комментариях написал, что канал H-Auto для тех, кто любит думать. Sumo Racing Team люто рекомендует канал H-Auto. Все ссылки, как всегда, мы оставляем в описании. Но мы начинаем. Дороги в нашей стране можно классифицировать на несколько типов. Это хорошие дороги, это нормальные дороги, это плохие дороги, это ужасные дороги и это полное мясо. Однако есть специально подготовленные участки, которые не вписываются в эту классификацию. Доброго времени суток, многоуважаемый коллектив. На часах сейчас 5 часов 30 минут, и мы находимся на спецучастке. Внимание, дороги общенационального значения, которые соединяют между собой два областных центра. Город Сумы и город Харьков. И этот трэш, который лежит на дороге вместо асфальта, нас ни чуточку не расстраивает, потому что в городе Харьков нас ждет поистине легендарный автомобиль. На самом деле держать какую-либо интригу здесь уже смысла, конечно же, нет, потому что все вы видели картинку к видосу, все прочитали название. И да, это действительно желтый Ford Mustang Eleanor Cobra Jet 1971 года выпуска. И сегодня у нас есть с вами уникальный шанс прикоснуться к истории. Итак, вот этот Ford Mustang 1971 года выпуска. Это первое поколение Ford Mustang, но четвертая генерация. У первого поколения было 4 генерации мустангов: 64 по 66 первая, 67 по 68 вторая, 69 по 70 третья и 71 по 73 четвертая. Вот наш экземпляр, это четвертая генерация. Да, именно такой Ford Mustang снимался в фильме «Угнать за 60 секунд» 1974 года. Но в том фильме версия Мустанга была в кузове Fastback. В нашем случае это хардтоп. И лично мое мнение, конечно, что хардтоп смотрится гораздо веселее. Однако на вкус и на цвет вы знаете, что все фломастеры разные. Немного позже мы поедем в один специальный гараж, мы поднимем эту машину на подъемнике, мы расскажем о всех тех модернизациях, которые были сделаны с этим автомобилем, мы расскажем вам историю конкретно этого автомобиля, а процесс реставрации и доработки этого автомобиля занял ни много ни мало 3 года. А на данный момент давайте быстренько пробежимся по классическому салону американского маслкара.
Действительно, все здесь забавно, классическая американская тема. Обратите внимание, какой переключатель поворотов. Вот у нас здесь есть тумблер включения противотуманных фар. Здесь у нас свет, ножной стояночный тормоз, как в Мерседесах нынче в наше время. Очень такой яркой особенностью, которая подтверждает тот факт, что когда появился Ford Mustang, он был доступным автомобилем, очень доступным и рассчитанным на молодежь, является то, что сиденья не имеют регулировки спинки. То есть так, как она сделана с завода, будьте добры, любите жаловать. Спинку вы можете отбросить для того, чтобы попасть на задний диван. И в лучших традициях нашего канала сейчас я туда полезу. Вот сиденье вы можете регулировать взад-вперед. Все, на этом регулировки заканчиваются. Но все американские маслкары это были капсулы смерти. Это однозначно. Это машины, которые имели большие мощные двигатели. Это машины, которые быстро разгонялись, но которые нифига не умели ни тормозить, ни поворачивать. И всю эту картину усугубляла система ремней безопасности. Я вам покажу, как это выглядит. И, кстати, зрители, которые все время следят за тем, чтобы автоблогеры пристегивались и тем самым подавали хороший пример другим водителям, не судите нас строго, потому что ремни безопасности здесь выглядят вот таким вот образом. Делаем раз и делаем два. Втягиваем пузико. Магический щелчок и ассоциативный ряд, который сразу всплывает у меня в голове, когда появится стюардесса и предложит какие-то вкусности. Однако стюардессы здесь не будет. От чего может спасти этот ремень безопасности, я понятия не имею. Но с учетом прочих систем пассивной безопасности и активной безопасности, я думаю, все равно это не имеет никакого значения. Есть такой термин, который называется рестомод. Что такое рестомод? Это процесс реставрации автомобиля, когда вы сохраняете экстерьер и интерьер в первозданном виде, в таком, каком он вышел с завода, но модернизируете силовые узлы и агрегаты, а также некоторые плюшки, которые находятся, например, в салоне, какую-то добавляете электронную начинку для того, чтобы скрасить ежедневную эксплуатацию этого автомобиля. Наша машина не исключение. По салону проведена полная реставрация, но, к большому сожалению, на данный момент она не совсем закончена. То есть некоторые элементы обшивки салона еще не зафиксированы и не закреплены. Например, центральный тоннель у нас еще немного шатается, еще некоторые вещи, но это в ближайшее время будет уже устранено. У нас есть такой забавный ключик, вставляем его в замок зажигания. Раз, проворачиваем. Тихо, опа. И у нас загорается магнитола. Включается. Она выглядит полностью как классическая оригинальная магнитола, но здесь уже цифровой дисплей, а также возможность подсоединения, подключения вашего мобильного устройства. Дальше, вот здесь у нас есть две клавиши, о них мы тоже поговорим, но если я делаю вот таким вот образом, то машина опускается. А если делаю вот таким вот образом, то машина поднимается. Это не что иное, как блок управления пневматической подвеской. Да, здесь спереди установлена пневматическая подвеска, и причиной для этого стала проблемная зона с очень низким клиренсом. И это произошло из-за того, что здесь установлен классический выхлоп с раннерами, которые представляют собой одно единое целое с коллекторами. И действительно эти раннеры от земли находятся очень низко. Для того, чтобы эту машину хоть как-то можно было вменяемо эксплуатировать, здесь реализована спереди пневматическая подвеска. Если вам нужно, вы поднимаете автомобиль, если вам не нужно, вы его опускаете. На момент съемок этого тест-драйва здесь в этом автомобиле еще не успели восстановить адекватную работу панели приборов. То есть все датчики здесь показывают погоду. И это очень плохо, потому что двигатель здесь реально крепко раздут. И нет возможности адекватно контролировать показания двигателя. Температуру охлаждающей жидкости, температуру масла. Тахометр и спидометр тоже показывают погоду. Эти датчики в ближайшее время также будут восстановлены. И мы надеемся, что они будут функционировать нормально и своему владельцу показывать адекватные данные.
1971 год. Этот автомобиль увидел свет, и это ощущается как с позитивной стороны, так и с негативной. Да, все это футуристично выглядит, все это необычайно красиво, все это стильно, пафосно, все это харизматично, но, конечно, здесь очень неудобно, я вам так скажу. Вот это вот рулевое колесо, конечно, была бы моя воля, я бы поставил сюда чуть более маленькое рулевое колесо, потому что сиденье находится в максимально заднем положении. Рулевая колонка, конечно, здесь не регулируется, потому что это, мы понимаем, что это бюджетный спорткар, да. Рулевая колонка не регулируется, и поэтому что-то вот с этим как-то придумать, как-то комфортно разместиться. Ну, вроде бы комфортно, но хотелось бы, конечно, рулевую колонку чуточку выше, либо рулевое колесо сделать чуточку меньше. Отбрасываем спинку, помещаемся сюда, как-то сажусь за собой. Опа! Сань, закроешь двери? Аккуратно моя коленная чашечка. Работает. Как-то работает. Выхожу. Раз. Два. 3, 4, 5. Пора ехать. Мы находимся под автомобилем и сейчас наглядно постараемся вам объяснить, что из себя представляет принцип Resto Mod. Под автомобилем было модернизировано все. Давайте поэтапно. Прежде всего сюда установили двигатель для того, чтобы уже по месту изготовить этот силовой элемент, вот эту вот балку. Она изготовлена S-образной формой для того, чтобы обойти поддон двигателя. Дальше подвеска. С подвеской здесь была целая история. Изначально здесь была классическая подвеска, пружина и амортизатор. Однако из-за того, что раннеры находятся очень низко и клиренс очень маленький, со временем владелец принял решение изготовить кастомную пневмоподвеску. Вот пневмобаллон, и высота передней подвески регулируется кнопкой из салона автомобиля. Дальше тормозная система. Тормозная система Willwood. Я думаю, те люди, которые занимаются дрэг-рейсингом, прекрасно понимают, о чем говорит название этой торговой марки. Вентилируемые тормозные диски, легкие компактные суппорта. Рулевое управление. Опять-таки для того, чтобы обмануть вот эти вот массивные раннеры, с рулевым управлением пришлось повозиться. Изначально гидроусилитель был полностью заменен на новый. Он, кстати, устанавливается в штатные крепежные места.
болт-он, но с трапецией, с рулевыми тягами, с рулевыми наконечниками пришлось опять-таки немного заморочиться для того, чтобы вот эту всю схему с раннерами обойти, пропустить весь рулевой механизм между верхними и нижними магистралями раннеров. Дальше выхлопная магистраль выхлопной системы переходит в ваш пайп, поднимается максимально вверх для того, чтобы клиренс автомобиля хотя бы в задней части был максимально высокий, и уходит дальше на выход. Сцепление автомобиля двухстороннее, с одной стороны диск сцепления органический, с другой стороны керамика. Механическая коробка переключения передач тоже была полностью заменена, потому что оригинальная механика была трехступенчатая с неимоверно длинными передачами. На данный момент это шестиступенчатая механика. Очень интересной темой является легкий алюминиевый кардан. Задняя часть автомобиля. Задний мост. Корпус заднего моста остался стоковым, однако вся начинка заменена. Теперь здесь внутри установлена LSD-блокировка, что позволит вам на этой тачке нехило дать угла. В стоке здесь стояли барабанные тормоза и рессоры. Конечно же, от этого сразу было принято решение избавиться. Изготовлены 4 кастомных рычага. Вот один рычаг, вот второй рычаг, вот третий рычаг и вон там вот сверху 4. Каждый рычаг имеет индивидуальные регулировки. Дальше стойки. На этих стойках вы можете регулировать жесткость пружины, а также саму стойку можно регулировать по высоте. И в случае необходимости вы можете заднюю часть автомобиля опускать или поднимать. Но, конечно же, для этого понадобится какое-то время. Под задним левым крылом скрывается 2 топливных насоса. Вот один, вот второй. Абсолютно новый топливный бак, который приехал из Соединенных Штатов, как и других 400 запчастей. Ну и вообще, когда вы находитесь под автомобилем, то создается впечатление, что он только недавно покинул стены завода. По определению бесконечно долго можно смотреть на 3 вещи. На то, как горит огонь, на то, как течет вода и на то, как работают другие. Однако есть 4-я вещь, на которую тоже можно бесконечно долго смотреть. Сейчас мы вам ее покажем. Делаем раз, делаем 2. Так, подожди, надо до рычага добраться. Опа. Целая процедура. На эти мустанги устанавливалось 2 типа двигателей. Первый — это 6-цилиндровый рядный двигатель объемом 4,3 и второй — 7-литровый V8. Изначально конкретно в этом экземпляре стоял 6-цилиндровый 4,3. Конечно же, его сразу отправили в сарай. Дальше. Владелец на территории Украины сумел найти блок от 7-литрового V8. Потом они купили самую блатную начинку, которую только можно себе позволить, и установили все сюда. За счет строкер-кита, который сюда установлен, объем двигателя теперь равен 8,5 литрам. Большие громадные головы TrickFlow, огромный наскаровский впускной коллектор TrickFlow, карбюратор Demon. Все это приводит к тому, что на данный момент расчетная мощность этого автомобиля составляет примерно 600 лошадиных сил. Помимо всего этого, здесь установлена электрическая помпа, радиатор повышенной производительности, 2 вентилятора, вся проводка спрятана и не вызывает никаких вопросов, дабы не портить красивый вид подкапотного пространства. Но самой главной, основной доработкой, которая позволила добиться прироста мощности еще в 10-20 лошадиных сил, это расширительный бачок, который сделан из бутылки от Джек Дэниелса. Очень мудрое технологическое решение, работает на 100%. Степень сжатия данного силового агрегата больше 11. Это говорит о том, что этот автомобиль может передвигаться на бензине с октановым числом не ниже 98. Все, что будет ниже 98, может приводить к детонации и, скорее всего, будет. Модернизированная тормозная система, о которой мы уже говорили, которая устанавливается в штатные места и выглядит как классическая, а также гидроусилитель. Все выглядит классически, но работает по последнему слову техники. Вышеперечисленные доработки с спускным коллектором, с карбюратором привели к тому, что капот тоже потребовал доработок. И теперь здесь имеется вот такой вот красивый горб. У меня в руках есть ключики. Пойдемте еще кое-что покажу.
Делаем раз. Делаем два. Многие диванные эксперты могут подумать, что здесь установлен баллон ГБО. Однако это не что иное, как ресивер пневмоподвески, а также компрессор. А здесь имеется заливная горловина. Оп. 98-й, пожалуйста. Откуда вообще взялось такое понятие, культовое, можно сказать, понятие, как Ford Mustang в инкарнациях Cobra, Shelby, ну и вы понимаете, о чем идет речь. В далеком 1964 году компания Ford страдала от того, что она не могла определиться, что же она из себя представляет. То есть в тот момент GMC производила автомобили лакшери класса. В тот момент Chrysler занял свою определенную нишу, не буду сильно вдаваться в подробности. А Ford был никто и ничем. То есть они делали грузовички, они делали какие-то автомобили, у них не было никакой ниши. Но был такой человек, который впоследствии в 70-м году стал президентом корпорации Ford, зовут его Ли Якока. Есть такая книга, называется «Мемуары», автобиография Ли Якоки. В русском языке она называется как «Карьера менеджера». Там очень много чего вы можете почерпнуть об автомобилестроении, о развитии компании Ford. Я вам рекомендую почитать эту книгу, это действительно интересно. Этот Ли Якока родил концепцию, выбил бюджет на построение автомобиля, который будет интересен молодежи. Как так получилось? Он просто взял и посчитал. После завершения Второй мировой войны в Соединенных Штатах получился бэби-бум. Он просто взял ручку, посчитал и понял, что в конце 60-х, середине 70-х годов подрастет огромнейшее поколение молодых водителей. И Ford Mustang предназначался именно для них. Там проводилось большое количество исследований, собирались фокус-группы, люди смотрели на этот автомобиль и говорили, он же непрактичный, здесь две двери, какой-то здоровенный огромный мотор, зачем эта машина? Но когда они узнавали цифру, их мнение абсолютно менялось. Ford Mustang является одним из самых успешных проектов в автомобилестроении в мире. Конкретная история этого экземпляра такова. Несколько лет назад нынешний владелец данного произведения искусства нашел стоящий более 10 лет в гараже Ford Mustang 71 года выпуска. Он его купил и решил сделать из него пулю. Оказалось, что не все так просто, но, естественно, пулю, если строить, то строить. Эту машину пригнали в гараж, полностью разобрали, реставрировали кузов, потом установили на него абсолютно новые узлы и агрегаты, сконструировали новую правильную подвеску, потом это все разобрали опять, покрасили, собрали в кучу, и вот сейчас теперь мы имеем вот такой вот чудо техники, если можно так сказать. Кстати, если вы заинтересованы в этом автомобиле, он продается, и если вам это интересно, то связывайтесь с нами через наши контакты, мы свяжем вас с владельцем, и этот автомобиль может быть доставлен в абсолютно любую точку мира, обо всем можно будет договориться. Теперь самый главный вопрос. Вы, возможно, спросите, а почему все это вещание происходит стоя на одном месте? Я вынужден с большим сожалением признать, что наш тест-драйв на сегодня закончен. Мы сейчас поедем, и вы поймете почему. Ах, какой звук!
Я думаю, этого достаточно для того, чтобы понять, что у нас закончился задний редуктор. Закончился он внезапно, абсолютно, да, очевидно были просчеты с маслом, но мы загоняли его на яму, смотрели, масло в редукторе есть. Мы опять в яме. В общем, ситуация такова. Значит, мы выехали на трассу, температура сегодня просто жесть, порядка 40 градусов. Машина реально греется, и надо быть с этим максимально осторожным. Дальше мы дали угла, все это дело отсняли, записали, но после этого появился вой в мосту. Думали, показалось, однако не показалось, вой начал усиливаться. С нами постоянно присутствует владелец автомобиля, с нами постоянно присутствует, можно так сказать, технический директор или администратор этого проекта. Температура корпуса заднего моста такова, что можно прикуривать, реально от него можно прикурить. Сейчас будем откручивать заливную горловину, потом, если понадобится, сливную горловину, и проверять, что там творится в мосту, потому что если мост лег, это жесть, это реально жесть. В общем, на данный момент мы не знаем, сможем ли мы доснять этот тест-драйв или не сможем, но стараемся изо всех сил. Оставайтесь с нами. Мы вынуждены просто остановить наш тест-драйв, потому что есть высокая вероятность, очень высокая вероятность, что этот редуктор развалится прямо на ходу. Но мы сегодня успели дать угла на этом автомобиле. Ну как мы успели? Команда Sumy Racing Team выполняла в данном случае роль статистов. Мы это все красиво, хорошо, качественно, мы надеемся, сняли. Потому что мы просто не хотели брать на себя ответственность за столь дорогой автомобиль, который в Украине находится в единственном экземпляре. Наверное, можно расстраиваться, конечно, но мы все прекрасно понимаем, что это все-таки тюнинг-проект. А с тюнинг-проектами постоянно происходят какие-то такие сложности. И я не думаю, что нынешний владелец этого автомобиля сильно расстроился по поводу этого редуктора. Все будет сделано, все будет работать, и эта машина поедет дальше, дарить удовольствие своему владельцу, ну и тому человеку, который будет находиться за рулем. Ну какого рода удовольствие? Пока мы вели съемки этого автомобиля, пока не было у нас еще проблем с редуктором, нам удалось на этом автомобиле вдоволь покататься и понять, что он из себя представляет. То есть если вы ищете машину выходного дня, этот автомобиль, он реально является автомобилем выходного дня, вы не сможете на нем ездить по городу каждый день. Ну, конечно, я уверен, что есть такие люди, которые смогут и будут это делать, но на самом деле вы все время находитесь в напряжении. Да, если вы хотите расслабляться, то вам нужен какой-то кабрик, либо непонятно что от BMW, Audi, Mercedes, там, либо Lexus, либо что там еще. Вот это машины для расслабона. Этот автомобиль, это просто друг адреналина, поставщик адреналина. Вы все время, вцепившись в руль, пытаетесь с ним совладать. Пытаетесь выжить. Для вас, как всегда, старалась команда Sumy Racing Team. Будьте внимательны за рулем, побольше вам положительных эмоций. Не забывайте пристегиваться, смотреть в оба. До новых встреч и пока. Молодчага, давай пятака.